Приветствую, друзья, на канале Каска. Если вы оказались на этом ролике, то скорее всего вас коснулась та же проблема, что и меня. Открыв настройки графики в RDR 2, внимательно на них посмотрев, сделав умное лицо и сказав: ладно, как-нибудь потом. Ведь разбираться в этом всем самому как-то и не хочется. Поэтому рассмотрим все параметры графики, что за что отвечает и как максимально их оптимизировать. То есть картинка равно производительность. Для RDR Online отдельные настройки, которые, конечно же, отличаются. Все тайм-коды будут в описании. Если спешите, можете перемотать и сразу скопировать настройки. А для тех, кто остался со мной, за лайкосики и подписку буду благодарен. Приятного просмотра. Оптимизация. Если у тебя есть большое желание поддержать автора этого канала, то есть меня, можно это сделать на моем бусте, но без подарочков и разных фишек, плюшек я вас не оставлю. Вас ожидает специальный архивчик для бусти с твиками, реестрами и максимально жесткой оптимизацией, а также гайд по этому архиву, который я записал на более чем 30 минут. Все ссылочки будут в описании. Когда вышла RDR 2, в ней не было поддержки DLSS и FSR. Чуть позже с патчем наконец-то добавили масштабирование, хотя версия DLSS используется уже достаточно старая. Будут ли обновлять? Я думаю, нет. При желании мы можем сами заменить DLSS на более новую версию, либо и вовсе улучшить изображение замены DLA. Разница между DLSS и FSR присутствует, тут чисто вкусовщина. Кому-то нравится больше FSR, но у него тоже есть проблемы, в особенности при использовании снайперского прицела или бинокля. RDR 2 предлагает нам обильное количество сглаживания. Тут и FXAA, более бюджетный вариант, но по качеству что-то средненькое, но и на FPS никак не влияет. А вот позволить себе MSAA могут только мажорики. В разрешении 1440p при каждом повышении параметра от OFF и до 8x в среднем кушает чуть больше 20% производительности. И наконец TAA показывает, наверное, лучший результат в плане качества картинки равно производительность. Рекомендую выбрать TAA высокая плюс FXAA. С масштабированием и сглаживанием мы разобрались. Это важная часть, с которой стоило начать. Теперь же коснемся текстур и геометрии. К сожалению, в параметре качества текстур наиболее отличия показывает только ультра пресет, а остальные слишком сильно отстают. В разрешении 1440p вы можете обратить внимание, сколько именно кушает видеопамяти каждый пресет. Следующий параметр – анизотропная фильтрация. Как и во многих играх, она не сильно влияет на производительность. От OFF до 16x не более 2%. Рекомендую выбрать 16x. Уровень детализации геометрии. Этот ползунок отвечает за уровень детализации и прорисовку более сложных объектов на расстоянии. При низком значении может привести к небольшим артефактам лот. Кушает порядка 5%. Я решил остановиться на балансе 3 из 5. Далее у нас идет тесселяция. В основном она отвечает за прорисовку следов на снегу, грязи и так далее. Разница между Low и Ультра порядка 3%. Я оставляю на Ультра. Rockstar ведь не зря работали над деталями, которые безусловно еще больше погружают в игровой процесс. Последний параметр в этой группе – качество рельефных текстур. Его задача придать глубину плоским поверхностям. Может кушать до 5% производительности. Я не скажу, что это особо бросается в глаза, поэтому рекомендую ставить на медиум. Вдруг вы попадете в локацию с плоскими поверхностями на каждом шагу. Движок будет работать, а FPS страдать. Для 4070 Ti можете ставить High и не переживать. Теперь перейдем к следующей группе, отвечающей за тени. Отличие теней в основном касается резкости. На низком значении более мыльные, на ультра четкие, четенькие. А вот уже разница по FPS между ними не такая значительная. Можно выбрать High либо Ультра. Дальше у нас идет дальность прорисовки теней. Все очевидно. Чем выше качество, тем более детализирование тени на расстоянии. Снова же, на производительность особо не влияет, но зато дает плюс к погружению. Рекомендую Ультра. Мягкие тени. На дистанции от объекта будут более мягкими. На FPS практически не влияет. Все зависит сугубо от ваших предпочтений. Если нужны более резкие тени, отключаем. Тени травы отвечает за тень от небольшой листвы и травы. На производительность не влияет. Ставим на High.
Длинные тени влияют на длину теней отбрасываемых объектов во время восхода и заката солнца. Кушает около 1% производительности. Если не нравятся такие тени, просто отключаем. Ambient Occlusion или SSAO дает более точное затенение в областях, где объекты или поверхности соприкасаются друг с другом. Можно отключить и получить прибавку по FPS примерно на 5%. Либо выбрать High, так как разница между High и Ultra не особо отличается. Полноэкранный режим SSAO должен заставить движок отображать SSAO в полном разрешении экрана, без масштабирования или выборки с более низким разрешением. Не так бросается в глаза, а кушает это удовольствие целых 4% производительности. Конечно же, отключаем. Следующая группа отвечает за объемность и освещение. В настройках графики есть параметр, отвечающий за качество освещения. И это один из самых требовательных параметров в игре. Он влияет на динамическое освещение от различных источников излучения. При использовании High или Ultra повысится точность симуляции и рассеивания света. Разницы между Low и Medium практически нет. Но вот если уже выбрать High, освещение скушает у нас целых 10%, а Ультра 18. В таком случае, если вам нужно больше FPS, выбираем Medium. Если хотите, чтобы игра выглядела лучше в ночное время, тогда High. Далее у нас идет глобальное освещение, которое влияет на непрямое отражение света. Что это значит? При значении ультра эта комната заполнится более коричневым оттенком. Это из-за того, что свет отражается от пола и передает его окружающей среде. На FPS практически не влияет, рекомендую ставить на ультра. Разрешение ближних объемных эффектов влияет на объемность рядом с камерой. Разница по FPS между Low и Medium около 1%, High 3 и Ultra 7%. Лучше всего выбрать Medium. Разрешение дальних объемных эффектов отвечает за объем изображения вдали от камеры. Разница между Low и Ultra 4%. Можем выбрать High, иногда Medium. Качество освещения объемных эффектов в основном устраняет размытие объемных источников света. Переход с Low на Ultra затронет около 2% производительности. Рекомендую выбрать Ultra. Высокая детализация лучей света. В теории этот параметр должен повысить уровень детализации и точность объемных облаков. Вообще кушает около 6% производительности, а я, видимо, словил баг. И в моем случае разница доходит чуть ли не до 60%. В таком случае отключаем. Теперь коснемся отражения. Качество отражения влияет на отражение, обнаруженное на глянцевых или шероховатых поверхностях, по типу на окнах или лужах, а само отражение требовательно к производительности и видеопамяти. Разница между Low и Ultra 21%. Лучше всего выбрать Medium, так как отражение даже на Ultra не равно картинка FPS. Но зато для отражений у нас есть параметр MSAA, который применяет многосэмплированное сглаживание к элементам в отражении. Использовать Ultra плюс MSAA X8 не получится на 8 ГБ видеопамяти и ниже. При этом переход от OFF до X2 скушает 11% производительности, к 4X 17% и к 8X 24%. Я рекомендую отключить MSAA. Качество зеркал влияет только на качество отражения в зеркале. Судя по тестам, оно никак не влияет на FPS. Оставляем на Ультра. Следующая группа — деревья и листья. Начнем с ползунка детализация травы. Отвечает за геометрический уровень травы, а кушает все это добро 5, 7 и 13%. Я рекомендую поставить на 5 из 10, либо 6 из 10. Качество деревьев, как и трава, отвечает за детализацию, но уже деревьев. На производительность практически не влияет, около 1%. Рекомендую выбрать Ультра. Последний параметр в этой группе отвечает за тесселяцию деревьев. А то, сколько кушает эти полигоны, и врагу не пожелаешь, около 15%. При этом деревья должны набирать полигоны. Но в моем случае я, видимо, смотрю на какие-то не те деревья. Что-то меняется, что-то не меняется, фиг знает. Конечно же, отключаем.
Вода в RDR 2 немаловажная часть. Теперь пробежимся по ней. Качество воды регулирует в общем отражение в воде, физику воды и преломление. Но можно настроить эти параметры по отдельности. Качество преломлений воды отвечает за преломление в самой воде. Разница между low и medium 2%, а уже между high целых 7%. Лучше всего выбрать medium. Качество отражений в воде в основном влияет на точность отражений на водных поверхностях. Как и с преломлением воды от low до medium 2%, а к high 5%. А остановимся на medium. И последний параметр касаемо воды — ее физика. Очень требователен, контролирует качество эффектов моделирования воды, таких как рябь и смещение во время движения внутри воды или вокруг нее. Переход с 0 из 4 до 2 из 4 никак не повлияет на производительность, но уже при переходе на 3 из 4 скушает 7%, а 4 из 4 целых 33%. Конечно же, выбираем 2 из 4. Теперь коснемся некоторых дополнительных параметров, отвечающих за графику, которые не вошли в группы. Качество частиц. По идее, должно влиять на плотность частиц, но даже если перезагрузить игру, обнаружить какую-либо разницу между low и ультра не получится, как графически, так и по производительности. Аналогично и с качеством освещения частиц. Разницы никакой. Для этих двух параметров можем выбрать как medium, так и high, на всякий случай, чтобы не ожидать сюрпризов. Качество декалей влияет на то, сколько декалей, таких как пулевые отверстия и кровь, сможет нарисовать игра и на каком расстоянии они будут отображаться. На производительность никак не влияет, выбираем ультра. Последний параметр качества меха определяет качество рендеринга меха на некоторых животных. Разница между medium и high около 7%. Оставляем на medium, так как во время игрового процесса навряд ли кто-то обратит внимание на такие мелочи. Кстати, при записи ролика ни одно животное не пострадало. Этот олень актер, и все это пранк. Ладно, поиграли и хватит. Прежде чем мы сравним максимальное качество графики с оптимизированными, поставим точку между DirectX 12 и Vulkan. На первый взгляд может показаться, что Vulkan лучше выдает производительность, но не стоит бежать в настройки и выбирать именно этот API, так как на разных системах и с разными настройками графики может быть абсолютно разный результат. Рекомендую после выставления всех оптимизированных параметров графики сделать быстренький замер DirectX 12 и Vulkan на вашей системе и уже точно определиться. По настройкам графики у нас получается следующее. Очевидного лидера среди API в моем случае нет. Vulkan очень хорошо и самое главное стабильно работает при максимальной графике. Нет резких просадок и FPS постоянно держится выше, чем у DX 12. Но вот то, что касается более низких настроек графики, то тут лидер DX 12. И в кастомных настройках с оптимизацией DX 12 тоже показал себя чуточку лучше. Но у DirectX 12 есть несколько проблем. Просадки на фрейм-тайме. И плюс RivaTuner не хочет адекватно работать. Частенько вылетает ошибка о том, что не хватает видеопамяти. Фиксится простым отключением RivaTuner в MSI Afterburner. Без него у меня лично все работает good. Но по итогу я все-таки отдал предпочтение Vulkan, так как стабильность мне важнее. То, что касается RDR Online, тут все просто. Отталкиваясь от наших настроек, понижаем вот эти параметры. В онлайне, я считаю, они нам не нужны. При этом получим высокий FPS и все еще хорошую картинку. Напоследок хочу подытожить тем, что Rockstar постарались на славу. К ним же я отношу и тех ребят, которые портировали игру на ПК. Качество графики даже сейчас, в 2024 году, потрясающее. И на относительно немощном ПК можно насладиться замечательной картинкой в 60 FPS. Отдельный респект за огромное количество параметров графики. Такое встретишь действительно крайне редко. С вами был Каска. Играйте и наслаждайтесь игрой.